Введение. 9. Движение предметов есть факт установленный. Вопрос весь в том, чтобы знать, есть в этом движении проявление разумных сил или нет, и если есть, то каковы тогда эти силы. Мы не говорим о разумном движении некоторых предметов, ни о словесных сообщениях, ни даже о тех, которые написаны прямо медиумом. Этот род проявлений, очевидный для тех, кто их видел и изучил, ни в коей мере, на первый взгляд, не является достаточно зависимым от воли, чтобы вызвать убежденность того, кто видит их впервые. Мы, стало быть, будем говорить лишь о письме, получаемом с помощью какого-либо предмета, снабженного прилаженным к нему карандашом, каковы корзинка, дощечка и тому подобное. То, как пальцы медиума поставлены на стол, требует, сказали мы, ловкости самой безупречной, чтобы участвовать каким-то образом в написании букв. Но допустим еще, что благодаря какой-то чудесной ловкости ему удалось обмануть глаз самый зоркий, как же объяснить тогда характер ответов, когда они находятся вне всяких представлений и знаний медиума? И пусть примут во внимание то, что речь идет не об односложных ответах, но часто о многих страницах, написанных с самой изумительной быстротою как самопроизвольно, так и на какую-то заданную тему. Под рукою медиума, далекого от литературы, рождаются порой стихи столь возвышенные и безупречные, по своей правильности и чистоте, что их бы не осудили и лучшие поэты из числа людей. К странности этих фактов добавляется еще то, что они происходят повсюду и что медиумы множатся до бесконечности. Факты эти, реальны они или нет? На это мы можем ответить только одно: смотрите и наблюдайте. В возможностях недостатка у вас не будет. Но имейте в виду, что наблюдения ваши должны быть регулярны, что они займут у вас очень и очень много времени, и что проводить их следует при необходимых для них условиях. Но что отвечают очевидности антагонисты? Вы, говорят они, жертвы шарлатанства, либо же введены в заблуждение иллюзией. На это мы прежде всего скажем, что слово «шарлатанство» неуместно там, где нет извлечения материальной выгоды. Шарлатаны не занимаются ремеслом своим бесплатно. Стало быть, это могло бы быть некой мистификацией. Но благодаря какому странному совпадению мистификаторы эти договорились с одного края света до другого, чтобы действовать одинаковым образом, производить одинаковые следствия и давать на одни и те же темы и на разных языках идентичные ответы, если и не по словам, то по крайней мере по смыслу. Как люди степенные, серьезные, уважаемые, образованные, смогли отдаться подобным проделкам и с какой целью? Как нашлись у детей необходимое терпение и ловкость? Ибо если медиумы не являются пассивными орудиями, то им нужны ловкость и знания, несовместимые с некоторым возрастом и определенным общественным положением. Тогда добавляют, что если и нет мошенничества, то с обеих сторон можно быть жертвами иллюзий. На это мы скажем, в соответствии с логикой, качество свидетелей обладает определенным весом. Между тем именно здесь уместно спросить, не набирает ли спиритическое учение, которое сегодня насчитывает сторонников своих миллионами, не набирает ли оно их лишь среди невежд? Явления, на которые оно опирается, столь необычны, что сомнение нам понятно. Но есть одна вещь, допустить кою решительно невозможно. Это притязание некоторых скептиков на монополию здравого смысла. Они, не принимая во внимание элементарные приличия или нравственное достоинство своих противников, бесцеремонно расценивают глупцами или сумасшедшими всех тех, кто не придерживается их мнения. В глазах всякого здравомыслящего человека мнение людей просвещенных, долго наблюдавших, изучавших какую-то вещь и размышлявших над ней, всегда будет, если и не доказательством, то по крайней мере вероятием в пользу этого мнения, поскольку только такая вещь смогла бы привлечь к себе внимание людей серьезных, не имевших никакого-то интереса в том, чтобы распространять заблуждение, ни времени, чтобы тратить его на пустяки.